Всем привет, друзья! С вами снова Петя в кино, и сегодня у нас обзор на два последних проекта киновселенной DC. Черный Адам и Шазам 2. Ярость богов. Погнали! Шазам! Начнем по порядку. Фильм «Черный Адам» повествует о том, как 5000 лет назад Черный Адам в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона был наделен силами египетских богов и заключен в тюрьму. В наше время он освобождается из заключения и готовится явить миру уникальный подход к борьбе за справедливость. Вначале предполагалось, что Черный Адам появится в первой части Шазама Дэвида Сандберга, но позже он получил отдельный фильм, так и не появившийся на одном экране, с Шазамом. Вторая часть приключений Шазама, получившая название «Ярость богов», вышла уже после Черного Адама. Повествует она о новых приключениях семьи Билли Батсона, в которых он вместе со своим супергеройским семейством сталкивается с угрозой в лице дочерей Атланта, способных отобрать у героев их магические способности. Основные действующие лица как в Адаме, так и в Шазаме страдают одними и теми же проблемами. Слишком много персонажей и слишком мало экранного времени и идей для их развития. В Черном Адаме сценаристы приняли очень странное решение держать оригин главного героя в секрете до середины фильма, из-за чего действия Адама на протяжении всего фильма не кажутся достаточно мотивированными. Взаимодействие персонажей очень слабое, так как их слишком много для того, чтобы успеть хоть кого-нибудь раскрыть, из-за чего кажется, что все они сражаются друг с другом без каких-либо внятных обоснований. Персонажам тесно в собственной истории, и все блекнут в общей серости повествования. С другой стороны, сиквел Шазама, который повторяет и приумножает ошибки как первой части Шазама, так и Черного Адама. Здесь стоит отметить, что и первая часть приключений Билли Батсона не сыскала особой популярности или высоких сборов. А зачем была нужна вторая часть, мне до сих пор непонятно. За весь фильм какая-то арка есть только у самого Шазама и его альтер-эго, а влияние остальных персонажей на историю очень сложно переоценить. По сути, все второстепенные персонажи никак кардинально за фильм не развиваются, а зачастую не играют вообще никакой роли, кроме заполнения пустого пространства на экране. Все сюжетные повороты считываются на раз-два, а используемый в фильме фан-сервис не привносит ничего значимого ни для киновселенной в целом, ни для Шазама в частности. Что делает ситуацию еще смешнее, так это использование прямого продакт-плейсмента посреди повествования. В этот момент фильм сложно было отличить от обычного рекламного ролика студии, а эмоции от этой достаточно натужной вставки остались довольно специфичными. Очередной неудачный элемент обоих фильмов — их злодей. В Черном Адаме это буквально демон-сатана Люцифер, желающий все захватить и всех убить, потому что он злой злодей, выглядящий как определение слова «злой». А в Шазаме это три бабки-богини, которые лишь раздражают каждым своим появлением, даже несмотря на то, что их роли исполняют достаточно талантливые актрисы. Антагонисты в обоих фильмах — это эталонно плоские и антиинтересные персонажи, творящие зло ради зла. Даже вспомнить их имена после просмотра очень затруднительно. В крайнем случае они могут вызвать лишь испанский стыд, но почти всегда, когда они вновь появляются на экране, ты хочешь поскорее пропустить все сцены с ними. Они не представляют из себя серьезной угрозы и очень слабо влияют на главных героев обоих картин. Как в Адаме, так и в сиквеле Шазама со злодеями связан ряд сюжетных поворотов, которые удивляют лишь своей предсказуемостью и клишированностью. Я уверен, что здешние повороты вы видели уже в десятке другом фильмов, и это, конечно же, не может не расстраивать. Ведь авторы не смогли или просто не захотели грамотно и качественно прописывать антагонистов. Про музыку сказать абсолютно нечего, она стандартная и невыразительна. Заменить ее на другую и ничего не изменится. Авторские песни мы не оцениваем, но некоторые их вставки вызывают лишь испанский стыд и показывают, насколько дурной вкус у создателей данных кинокартин. Что же можно сказать о графической составляющей? Адам хоть и обладает странным желтым цветокором, но все-таки иногда графика приятная. Однако в Шазаме все выглядит примерно как в хоть и дорогом, но все же телесериале. Операторская работа в обоих фильмах стерильна, невыразительна и похожа на другие такие же кинокомиксы категории «Б». Зеленый экран, на котором снимались актеры, уже и не пытаются скрыть. Кажется, что у создателей этого фильма не хватило ни времени, ни бюджета на доработку графики. Однако, все дело может быть еще и в грядущем перезапуске франшизы DC.
Да, то, что было в киновселенной, уже давно мертво после ухода Зака Снайдера. А то, что будет, не будет брать в расчет эти фильмы. А значит, можно забить и не тратить слишком много сил и времени на мертворожденные кинокомиксы. Таким образом, двойной обзор был необходим, чтобы показать, насколько плохи оба этих фильма. На этот раз сразу две кинокартины стали не просто жертвами коронавируса, но и жертвами людей и их создавших. Тотальный пофигизм и безразличие к собственному продукту, грядущий перезапуск и абсолютное отсутствие целостности киновселенной привело к тотальному провалу обоих фильмов. Прибавьте к этому токсичное поведение руководства и Скалы Джонсона, и вы получите два недоработанных, никому особо не нужных полотна. Да, это не самые плохие фильмы в истории, но абсолютно скучные развлекательные поделки для непонятно какой аудитории. Именно здесь чувствуется, что в действительности оба этих фильма никому не были и не будут нужны. Ну а мы будем верить, что когда-нибудь киновселенная DC расправит плечи и покажет нам множество крутых проектов. Ну а пока этого в основной киновселенной не произошло, остается лишь сожалеть об упущенных возможностях и потраченном времени. Финальная оценка 4 из 10. Ну что ж, друзья, таким вот получился обзор на сразу два фильма. Спасибо вам за просмотр, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите хорошие фильмы, играйте в хорошие игры и не грустите. Пока. Сейчас.